Не было же такой атаки. Никогда не было такой атаки на человеческое сознание. Никогда. Тысячелетиями человек существовал, да, и как-то, в общем, воспитывался, да. И вдруг в 50 лет все это подвергается атаке, переосмысливанию, да, и возникновению совершенно другого способа духовного существования. Протяженность – это наша иллюзия. Пространство – наша иллюзия, время – наша иллюзия. И путь – тоже наша иллюзия. Наш собственный интерес зависит от другого. Наше собственное будущее зависит от настоящего в силу закона причинной связи. Наше существование, человеческое существование, в нем все очень ограничено, все привязано к уму. Поэтому у нас столько проблем. Все проблемы возникают из-за наших ограничений. Ты к какому-то моменту приходишь к точке, когда ты уже не можешь потратить, как бы ты ни изощрялся и не старался, то, что у тебя есть. А если ты еще пытаешься делать это осмысленно, заниматься осмысленной деятельностью, да, ты выясняешь, что, ой, мамочки мои, может, зря я ввязался-то в такие игры, да, ценности-то присваивать никому не принадлежащие во всей этой вселенной. Кто мы? Как вы знаете, мы материальные объекты. Мы высокоразвитые животные. Мы мыслящие машины и так далее. Но мы также бесконечное поле сознания, у которого нет границ. Как мы сюда попали? Что мы здесь делаем? Как мы соотносимся с высшим истоком? Где наше место? В чем наша функция здесь? Какова наша роль и как нам не потерять связь с духовными сущностями? То, что я делаю во внешнем мире, должно также помогать мне в моей внутренней работе. Например, если я слушаю музыку или танец, то каждый раз, когда я это делаю, это укрепляет мою психику изнутри. Откуда я знаю этот опыт? Я никогда не был стрелой монгольского воина, я никогда не был лошадью рыцаря священного Грааля, я никогда не был распят на кресте, я не сгорал, я не тонул, меня не вкручивал в землю танк фашистский, да? Откуда я знаю этот опыт? Бывает так, что без всякой видимой причины просто что-то происходит, и ты чувствуешь себя единым целым со всем сущим. Ты находишься полностью в настоящем моменте, воспринимаешь всю полноту реальности. Реальность видит тебя. У каждого человека бывают такие мгновения. Совершенно ясно, что мозг очень важен. Это не учитывают духовные традиции, для которых мозг как бы менее значим. Однако не так-то просто представить себе сознание вне тела, потому что у нас нет и с очевидностью не может быть доказательств существования сознания вне тела. Так что здесь очень тонкое взаимодействие между материей и сознанием. Допустим, вас действительно волнуют глубинные экзистенциальные вопросы. Есть ли в жизни какой-то смысл? Есть ли хороший способ жить или вообще все равно, как жить? Понимаете, доминирующая официальная философия материализма не дает вам цели в жизни. Я думаю, что визионерское искусство — это любое искусство, которое приходит из сферы воображения, сферы видения.
Все разнообразие сакральных традиций в искусстве начиналось с видения. Если мы недовольны, то видеть свою жизнь мы будем именно такими глазами, именно с такой точки зрения, что мы недовольны и что наша жизнь нас не устраивает. Или же мы можем воспринимать свою жизнь как проблему только в какие-то конкретные моменты. Мы можем попытаться понять просветление или просто наше собственное состояние как попытку или стремление к тому, чтобы быть счастливыми и радоваться жизни. Я здесь не просто как физическое тело и мозг, не для того, чтобы просто есть, пить, заниматься сексом и умереть. Коренные народы, которые все еще не потеряли связь с природным миром, поражаются тому, как много всего мы не замечаем и не осознаем, тому, что к своим снам мы относимся так, словно они не являются частью опыта нашей жизни, тому, что даже сон мы рассматриваем как потерю сознания, как будто мозг на время сна выходит по своим делам в другую комнату. Коренные австралийцы говорят, что Земля сновидит. Зная не о происходящем на небе, они могли бы сказать, что и небо сновидит. Коренные жители Ант говорят о Пачамаме, то есть о Матери-Земле или Матери Вселенной. Существует некий фоновый разум, призвание которого — быть для нас проводником или двигать нами. Кто-то называл это Богом, кто-то сознанием, кто-то Христом, кто-то Дао. Все называли это по-разному, но при этом имели в виду некую силу во Вселенной, которая отвечает в конечном счете за все. Почти у каждого из людей фактически был хотя бы проблеск этого сознания, величайшего единства. Когда, например, они слушали музыку, видели закат солнца, занимались любовью или просто прогуливались на природе. Когда внезапно исчезает отдельное «я» и становишься сразу всем. Это и есть самость. И тут понимаешь, я знал это, я знал. Это и есть мой дом, настоящий, это и есть я, Боже мой. И как это необычно, но потом этот опыт как бы стирается, и дальше уже думаешь, а как мне это удалось? Мне кажется, есть какие-то базовые понятия, да, которые в человеке, в человечестве должны были бы развиваться. Такие, как совесть, например. Или такие, как степень лжи. Мне кажется, что вообще человек возник только тогда, когда у него появилось чувство совести и чувство прекрасного. Внутренние демоны, которые возникают из нашего собственного ума без какого-либо влияния извне. Например, может быть депрессия, которая не связана с какими-либо внешними воздействиями, а возникает в уме самого человека. И в таком случае, даже в самом прекрасном, самом удивительном месте, демон депрессии все равно будет продолжать присутствовать, поскольку этот демон внутренний. Мы являемся наследниками каких-то смесей разного рода духовных и квазидуховных традиций, там, религиозных, конфессиональных, народных укладов, там, я не знаю, шаманистских, я не знаю, личностно-шизофренических разных, там, я не знаю. В детстве, так или иначе, я проживала духовный опыт в природе, в повседневной жизни. Чувство соединенности было гораздо шире, чем просто уровень индивидуального. Соединенности с природой, с океаном, с моей лошадью. Я не понимаю жизнь, но я люблю ее, и мне нравится следовать за ней. Мой рациональный ум не всегда может следовать точно, и я, будучи физиком, люблю точность. Однако некоторые явления не локальны и находятся за пределами механического восприятия.
В сердце — любовь, радость, счастье, признательность, благодарность. Но есть и негатив — ненависть, нетерпение, поспешность, жестокость. Таким образом, мы хотим взрастить позитив и уравновесить негатив. Мы не хотим вылечить негатив. Есть потребность в правде, есть потребность в чистоте, есть потребность в справедливости. И человек, современный человек, по крайней мере в нашем государстве, он ищет справедливость, он ищет место, где он может быть откровенным хотя бы с самим собой. Вот он я, здесь, реальный. Вы пялите сейчас в экран вашего компьютера, а вы там есть? Эй, а можете мне доказать это? Вот и получается, что вас нет, а я есть. Таким образом, если вы просто думаете «я русский, украинец, человек какого-то конкретного происхождения» и рассматриваете себя как жертву личного и культурного жизненного опыта, то вы не сможете прожить опыт этой космоцентрической перспективы во всем ее великолепии. Но когда вы видите, что ваши личные и культурные обстоятельства представляют собой лишь малую часть намного большей картины, то вы начинаете видеть и чувствовать дальше, чем относительность природы вашего личного и культурного происхождения. Три основных системы ценностей сражаются друг с другом в культурных войнах на Западе. Одна из них — традиционная религиозная фундаменталистская система ценностей. Другая — современная рациональная научная система ценностей. И далее постмодернистская мультикультурная система ценностей. А потом она накопилась с веками, вот эта вот системная ошибочка, значит, и никому в голову не приходит, что, собственно говоря, грех – это не грех, а просто неосознанность. Мы ограничиваем то или другое, себя, других, свою группу и тому подобное. Все ограничивается таким образом. Сострадательное отношение фактически лучший способ достижения личного счастья. В христианстве и в буддизме есть вот идея серединного пути, когда мы ценим многообразие и уважаем различия. В целом, если вы выбираете одну точку зрения и применяете ее ко всему, то вы неизбежно создаете проблему. Поэтому в данном случае Будда не учил какой-то конкретной точки зрения. Мне кажется, мы каждый день проживаем множество прекрасных духовных опытов. Но большинство людей даже не понимают, что это происходит. Они не осознают эти опыты, поскольку их ум слишком занят. Понимаете, вы искали корни своих эмоциональных и психосоматических проблем. Но в конечном счете исцеление происходит, когда мы обнаруживаем свою нецелостность, свое самоотождествление с какой-то частью себя. Это время, когда все слова уже сказаны, все образы уже сыграны. Все персонажи, все категории, все сценарии основаны на категориях противопоставления добра и зла. Все, они исчерпаны. С их помощью уже ничего невозможно сказать. Никакие картины ты уже не нарисуешь. Это время цитат. И даже то, что это время цитат, это тоже цитата. Вдруг я осознал, что эти состояния мы имели. Все высокие состояния в детстве, во время болезни, какие-то проблески их. И это не что-то чуждое нам, до чего нужно добрести где-то там вовне. Я почувствовала как будто некое воспоминание о чем-то, что знала прежде, но забыла.
Я спросила учителя, могу ли я научиться этому. Он сказал, что могу. Я встретился с другой реальностью, к моему большому удивлению, с действительно важной информацией, которая антропологами считается просто предрассудком или ерундой. Но я понял, когда я описал свой опыт индейцам, что они уже знали все мои переживания в то время, потому что то же самое происходило и с ними. В течение долгого времени в моей жизни мне было гораздо комфортнее быть в медитации или в каких-то ситуациях, которые выводили меня в похожее пространство. Это было для меня намного проще, чем жить моей повседневной жизнью. Буквально в один момент, однажды вечером, проходя по своей гостиной, я понял. В основе великих религий, за пределами конвенциональных институтов, ритуалов и догм, находится источник психологических и духовных практик, которые позволяют взрастить знания и инсайты, подобные тем, которые открыли великие основатели религий, святые и мудрецы. Иисус, Будда, Лао Цзы, Шанкара открыли для себя и попытались нам рассказать, на что это похоже, и как нам пробудиться к таким же возможностям. То есть это было открытие, которое изменило всю мою жизнь. Реальный духовный опыт, при котором обычно входишь в некое измененное состояние сознания, в котором совершенно по-иному воспринимаешь и себя, и мир, это может абсолютно изменить человека. Самый драматичный пример этого — околосмертный опыт. Люди, пережившие околосмертный опыт, которые раньше не верили в то, что можно пережить смерть, говорят: «Я знаю, что смерть можно пережить. Я умер, но продолжал быть, а теперь вернулся, чтобы вам об этом рассказать». Я говорю: «О нет, не может быть. Все дело во мне. Проблема — это я. Я плохая. Откуда у меня эти мысли? Откуда эти сны и воспоминания? Наверное, я их просто выдумала». И для многих это очень трудный путь. В каждой жизни есть страдания. У каждого из нас есть опыт отделенности, опыт потери, опыт борьбы. В каждой жизни есть страдания. Однако есть и много ненужного страдания, которое мы сами для себя создаем. И вот это, я думаю, можно изменить. Как все духовные путешествия, они очень таинственные. И мы идем к нашим духовным учителям, даже если не понимаем, что это мы делаем. Коренным американским индейцам было действительно знакомо это состояние благодати. Когда кто-то рождался или кто-то умирал, вся деревня хотела быть частью этого события. Люди буквально устремлялись сюда, потому что они чувствовали, что если они присутствуют в этом грандиозном событии, к ним спрыгивают духи. Да, и если вам повезет, то энергия, освобождающаяся в этот момент рождения или рождения в другое измерение в момент смерти, эти духи приходят к нам, и они остаются с нами. И это невероятное событие. Очень важная основная идея христианства и православия, да, в том, что это идея богочеловечности. То есть Бог выразился в человеке. То есть, глядя в глаза другого человека, я могу досмотреться до Бога. Глядя в глаза инакого, я призван увидеть там божественное. Вот это известная притча Христа, что болен был и посетили меня, в тюрьме был, и вы туда пришли ко мне. Голоден был, вы накормили меня. Я думаю, огромная проблема заключается в том, что источником великих религий является трансперсональный опыт, визионерский опыт основателей, пророков, первых учеников и так далее.
Однако, когда религии становятся организованными, тогда зачастую теряется изначальный духовный исток. Теряется послание. Православный, значит, правильно славящий Бога. Бог, безусловно, заслуживает того, чтобы его славить. Вот я этим и занимаюсь. Индуисты тоже считают, что они правильно славят Бога. Кто на земле сказал бы, я неправильно славлю Бога? Наверное, каждый считает, что он прав. Традиция как река. Она зарождается в источнике, в изначальном источнике, потом течет дальше, собирая по дороге песок, землю, ветки, листья, ил и так далее. Поэтому, чтобы найти изначальную чистоту учения, всегда нужно возвращаться к истокам. Человека создал Бог. Бог – любовь. Милые, родные, вы созданы любовью божественной. Милые, родные, любимые, сладенькие. Я думаю, сейчас нужно, чтобы по всей Земле возникла сеть духовных сообществ. В отличие от прежних времен, когда свет шел только из одного источника — Священная Римская империя, христианство, буддизм, ислам, я думаю, что на данном этапе, в эпоху демократии, нужно, чтобы он был более широко распространен. Вся психология, в конечном счете, должна соприкоснуться со всеми этими различными состояниями сознания. Почему? Потому что мы люди, и у нас бывают нормальные состояния сознания, например, «Привет, как дела?». Но также и экстремальные состояния сознания, коматозные состояния, околосмертный опыт. У нас также есть фундаментально различные измерения, которые мы можем осознавать и которые можно развивать и взращивать. Они традиционно известны как добро, истина, красота, я, мы и оно, Будда, Дарма, Сангха, искусство, нравственность, наука, но это все важные измерения явленного мира. Мы можем также в каждой из этих областей расти от архаического к магическому, мифическому, рациональному, плюралистическому, интегральному мировоззрению. Прибывая на Запад, буддизм попадает не просто из одной культуры в другую, но из одной эпохи в другую. Из аграрной эпохи, в которой он зародился, в постмодернистский мир. Поэтому действительно важно перевести мудрость, например, буддизма, на постмодернистский язык, иначе она не будет понята. Самое важное, как нам интегрировать такие опыты пробуждения в нашу повседневную жизнь. Я понимаю, что вся моя музыка — это отражение духа, но не сам дух. И когда я оборачиваюсь, я понимаю, что единственным путем вперед была медитация, и только она могла позволить мне увидеть мою собственную истинную реальность. Через голос мы раскрываем, являем, выражаем это напряжение. Правильная музыка такая, в которой накоплен определенный опыт, она может человека оторвать от его болезней, от его мыслей каких-то. Она может унести его туда, где этого нет ничего. У грузин существует так называемая песня ранения. То есть это когда раненый воин лежит,
и вокруг него собираются мужчины кругом и поют некую специальную песню вот этим грузинским многоголосием. И в этот момент из человека пули вынимают, и он не чувствует. Это одно из моих глубочайших состояний медитации. Когда я начинаю рисовать, я еще на какое-то время остаюсь в своем собственном сознании. Но через несколько мгновений, через какое-то время все меняется, и я оказываюсь в другой реальности. Как если бы я прошла через завесу и попала в другую реальность, в которой то, что делаю я, делаю уже не я. Я чувствую, что на холсте воплощается проходящее сквозь меня. Я думаю, что у искусства есть особая связь с творческим истоком. Эта вселенная есть творение, и все мы — выражение этого творческого истока. Таким образом, если можно так сказать, Бог — это художник. Я простой человек. У меня нет великих духовных опытов, которые можно было бы выразить словами, сказать, что у меня открылась такая-то чакра и зажегся свет. Я как-то ближе к земле, и меня питает чувство радости, которую я испытываю, когда мы поем вместе, когда играем вместе. Официальная философия современного Запада — научный материализм. Именно его, в конечном счете, большинство лидеров продолжают принимать за реальность. И это настоящая проблема. Материализм способствовал увеличению страдания в мире, и этого нельзя игнорировать. Самый сильный опиум, более тяжелый, чем все, с чем мы сталкивались, с чем сталкивалось человеческое сознание, это зависимость от материализма. Наверное, это самая большая наркотическая зависимость, которую нам нужно преодолеть. Война, бедность, несправедливость, изменение климата — все эти проблемы происходят из понятия отдельности «я» и «ты». Если бы мы только могли больше пробудиться к пониманию того, что все аспекты реальности священны, но мы не видим этого. Мы все поломались, мы все потерялись, мы находимся в этом упоении англосаксонской парадигмы, безумными заимствованиями плохо понятых слов, потерей вообще осознания механизмов, разрушения способов смыслообразования, которые присущи только нам. На данном этапе развития науки мы можем с некоторыми ограничениями узнать что-то о людях, которые претендуют на просветленность. Например, кто-то заявляет: «Я просветленный, я ни к чему не привязан и ни к чему не чувствую неприязни». Можно измерить физиологические показатели реагирования на эротические или угрожающие стимулы. И если реакция сильная, а человек говорит о своей полной непривязанности, то тут начинаешь задумываться. В то время, когда я занимался этой психотерапией и медитацией, этим занимались немногие, и я отчаянно пытался поменять смысл обеих этих практик, и созерцательной традиции, и моих собственных опытов. Есть такая идея, что нужно отдаться воле гуру, и тогда придешь к просветлению, к просветленному сознанию, где все едино, все одно. Опасность состоит в том, что люди, которые не испытали эго, как они могут отдать свое эго? Если нет богатства, как можно отдать его? Что отдаст бедняк, у которого есть всего несколько рупий? Однако он может быть больше привязан к своим нескольким рупиям, чем богач к своим долларам или рублям, верно?
для себя строишь какую-то систему, но и она совершенно неправильная. Ну, как, я не знаю, допустим, вот есть там грибы, они там в лесу там растут. Но кто-то сказал, что есть какие-то пенициллиновые грибы, они растут в пробирке, и все. И вот человек идет на завод пробирок и начинает искать там грибы, потому что там вроде пробирки и какие-то грибы должны быть. Вот. Но никаких съедобных грибов он не обнаруживает. Обнаруживает сплошные пробирки, их очень много. Он знает все их виды, там колбы, такие пробирки, сякие пробирки, только грибов нет. Как наш брат из Китая сказал, Лао Цзы сказал, что не знающий говорит, а знающий молчит. Вот этот самый опыт молчания, опыт исихи или созерцания, он является ключевым, но, к сожалению, забытым в современном православии в достаточной мере. Мы читаем древние потеряки, различные отечники, что ученик приходил к старцу, и он просто жил рядом. И старец почти не комментировал. Только в какой-то момент он мог сказать 2-3 слова. Но из вот этой сонастроенности, открытости в любви, из совместной жизни, эта вибрация, знание этого безграничного пространства и присутствия, она передавалась. Моменты просветления, и мы исследуем что-то. Однако я думаю, что называть кого-то просветленным следует с осторожностью. Я встречал некоторых гуру, про которых все ученики говорили, что они просветленные, но мне их поведение временами казалось не слишком просветленным. То есть я не хочу называть имен, однако для такого рода окончательных характеристик нужна осторожность. Мистическое послание гласит: «Ты божественный. Ты можешь открыть свою божественность и божественную природу мира. А когда тебя называют жалким грешником, то искать божественное внутри себя будешь в самую последнюю очередь». В киноиндустрии, в компьютерных играх, в этих всех информационных источниках, которые протекают сквозь человека, новое поколение, оно уже не может себя осознавать иначе, как многоликого персонажа. Человек должен, наконец, осознать себя, что он театр, что нет какого-то его одного, которого он придерживается, и во всех ситуациях он будет блюсти вот эти ценности. Это дело целой жизни, это дело духовной практики. Это показать первому встречному нельзя, потому что эта истина не нужна первому встречному. Давайте я приведу в пример психотерапию. У сотни школ одна общая черта, а именно, клиент пришел, открыл дверь, прошел в кабинет, закрыл дверь. У психотерапевта нет никакого представления о том, в какой реальности на самом деле находится клиент, и психотерапевт ограничен историей, которую ему рассказывают. Много духовных систем говорят, что если посмотреть внутрь себя, то найдешь Бога. Ты и есть Бог. Бог внутри тебя. Однако люди, пережившие травму, насилие или боль, смотрят внутрь себя и находят преграду, которая отделяет их от того, кто они такие на самом деле. Можно очень глубоко погружаться там, в какие-то социокультурные аспекты, там еще что-то там, искать, где та самая правда, которую все хотят услышать, какой-то там, находить какие-то глубинные моменты, какой-то там, я не знаю, социокультурную мораль, там еще что-то. И вот это все выковыривать крупицами и показывать, но это никого не заинтересует, потому что самое красивое, и самое любопытное, и самое интересное, и самое все и доступное, оно находится наверху. Процессуальный ум — это фоновый разум наших снов, но также и фоновый разум всех наших спонтанных движений, когда мы совершенно расслаблены. Это фоновый разум, который позволяет нам замечать что-то, что привлекает наше внимание или флиртует с нашим вниманием, и мы понимаем, что это разум.
И для того, чтобы это уловить, нужно расслабиться. Это основа процессуального ума. И, возможно, самый сильный опыт можно получить в медитации, раскрывая свое сознание и расслабляясь в этом движении, позволяя себе двигаться в танце древнего, в котором Вселенная движет нами, и мы соприкасаемся с тем, что Юнг назвал бы бессознательным. Это действительно Вселенная. Это силовое поле, опыт которого мы проживаем. Мы обретаем истинную природу, то, что в учении Дзогчен называется реализацией или просветлением. Мы можем назвать это и по-другому. Почему? Потому что в нашей истинной природе у нас есть бесконечный потенциал. И вот мы сейчас живем в уникальное время, которое даст понять, что произошло с человеческой душой. Если у вас есть опыт вселенской любви или опыт того, что на вас свыше пролился свет, или вы расширились за рамки себя и стали едины со всем, тогда вы знаете, что это такое. Человечеству такие состояния известны как минимум 50 тысяч лет, еще со времен древних шаманов, которые такие состояния проживали и исследовали. Вот я устроен как ребенок. Я с тех пор не вырастал. А если вырастал, то я уже забыл. То, чему меня научили, от этого избавился. То, что истина должна быть очень просто. То, что я знаю, что Бог есть. Я знаю, что я Его люблю больше всего, что может быть на земле, потому что Он причина земли. И причина меня тоже. А чем занимаются православные, индуисты, буддисты и все остальные, я знаю по книгам. Насколько я понимаю, тем же. Но вникать в суть их расприй я никак не могу, потому что они оперируют терминами, которых я не знаю. И суть их я не понимаю. Конечно же, у нас, как у духовных ищущих людей, может быть опыт целостности. Рушится вся структура отдельного «я». И когда вы смотрите вокруг, вы понимаете, что все едино. Все часть некой неделимой целостности. Лучшее, чем что бы то ни было. Никакое сексуальное, эмоциональное, любовное переживание, вообще никакое переживание не может быть лучше, чем это. Переживание единства, единения, тотальной связи со всем сущим. Суть-то состоит в любом случае в том, чтобы поменять представление о мире. Потому что тот бардак, который я получил в наследство от любезного, разлюбезного человеческого, в его, особенно в русскоязычной части, просто не налазит ни на какую голову, ни на какие уши. Монахи посвящают всю свою жизнь опыту вместе с другими людьми. На бытовом уровне в определенное время они делают определенные практики, но у монахов есть большая роскошь. Им больше ничего не нужно делать, если только они не путешествуют с лекциями или не пишут книги. В принципе, в монастыре нет другого занятия, кроме бытия в настоящем моменте. У нас есть ферма, есть овцы, у нас есть сад, песнопение, и так целый день. Мы учимся. Целый день посвящен просто деланию того, что делаешь, в этом очень спокойном ритме. И это огромное благословение. Я читала поэзию мистиков различных культур, и они говорят очень страстно, почти сексуально, о стремлении к Богу, о стремлении соединиться с Божественным, об этой внутренней жажде. Есть много причин, почему люди отвлекаются от жажды истинного Духа, и их затягивает заманчивый мир вокруг нас, в котором внешние вещи якобы могут сделать нас счастливыми. Например, правильный компьютер, правильный автомобиль,
правильные отношения. То, что мы могли бы назвать абсолютом, не относительным абсолютом, или то, что в теологических традициях называют Богом, Бог есть все сущее и несущее, сумма всего видимого и невидимого, неявленная, бесконечная, невоплощенная, безвременная, бесформенная основа всего. И в таком случае, конечно, никакое самосознание невозможно, потому что если видеть все как объекты, то взаимодействие объектов даст большее количество объектов. То, что мы могли бы назвать абсолютом, не относительным абсолютом, или то, что в теологических традициях называют Богом, Бог есть все сущее и несущее, сумма всего видимого и невидимого, неявленная, бесконечная, невоплощенная, безвременная, бесформенная основа всего. И я должен изобрести свой язык, я должен изобрести систему своих ценностей. Я сам должен создать свой мир. Если я не создам свой мир, я буду рабом в мире другого человека. Материалистическая наука видит нас как материальные объекты, но в холотропных состояниях мы также обнаруживаем, что можем трансцендировать пространство и время, что мы в основе своей поле сознания, у которого нет никаких границ и никаких пределов. Если возникают опыты большого взрыва, проблески, будь то через дыхание, глубокое или холотропное, или через психоделический опыт, это может быть очень полезным, поскольку раскрывает глаза, и люди видят то, что есть в доступе. Но чтобы действительно воспользоваться этим, действительно жить в этом из такого «я», надо поместить себя во все это. Коренной шаманизм не требует, чтобы кто-либо верил во что бы то ни было, но он дает вам определенные техники, которые являются универсальными и очень широко распространенными в сотнях и сотнях человеческих сообществ. Путешествие в другие миры. И это, возможно, один из самых больших даров шаманизма современному миру. Все могут учиться использовать их, поэтому это является даром. Такова особенность коренного шаманизма. Если бы вы были Богом, например, и сказали: «Сейчас я выбираю создать Вселенную», и, перейдя от неявленного к явленному, создали Вселенную своим словом, то в таком случае, будь вы Богом, стали бы вы осознанно прилагать усилия, чтобы отстраняться и говорить: «Нет, я всегда свободен от всего, что происходит во времени». Нет, будь вы Богом, у вас не было бы сомнений, и вы всегда бы шли вперед, не оглядываясь назад. Это точка входа в следующую жизнь. Новая наука, основанная на квантовой физике, первичности сознания. Она преподает нам одну очень важную вещь, а именно, что память о паттернах, привычки, память о том, что мы узнаем, не локальна. Она не ограничена пространством и временем и может быть использована в будущем. Так что наблюдайте свой страх, наблюдайте за собой, когда вы в страхе, когда страшно, и тут вы ловите свое «я», эго. Нужно вернуться к своему «я», а для возвращения к своему «я» нужна тишина, нужно найти пространство для тишины. Просветление — это просто быть в присутствии, в настоящем моменте. Чтобы петь рагу, нужно полное присутствие. И больше ничего. Ни страха, ни надежды, ни семьи. Только любовь в настоящем моменте. И ты в контакте со своим истинным состоянием. Просветление скорее можно назвать духовной зрелостью. Духовная зрелость подразумевает, что есть множественные измерения, в которых мы можем расти, что вместо «или-или» есть целый диапазон, процесс развития, что может быть разное.
Идеал, тантрический идеал, мне кажется очень воодушевляющим, поскольку это сбалансированные отношения, а отношения сами по себе важны. Близкие отношения как основа для просветления или потенциальная основа через близость. Просветление — наша собственная природа, и мы получаем это просветление, узнаем его при помощи того, что у нас есть. То есть речь не о том, чтобы получить что-то извне или изменить что-то внутри. В Упанишадах есть вопрос «Кто ты? Кто мы?». И на него дается ответ, который на санскрите звучит так «Таттвам аси», что означает «ты есть то», или же в более архаическом переводе «то ты еси» с заглавной буквы. Тейяр де Шарден говорил примерно о том же. Он говорил, мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт. Мы духовные существа, имеющие человеческий опыт. Как обрести свободу через пробуждение? Именно это и делает просветление. Оно дает нам радикальную свободу от того, чтобы быть идентифицированными или попасть в ловушку чего-то отдельного. Почему? Потому что мы едины со всем. Мы радикально свободны. Наше бытие наполнено всей Вселенной. Мы наполнены всем сущим. Нет ничего, что было бы вне нас. Поэтому снижается уровень страха. Нам просто нужно быть в пространстве, в уме, в звуке, в контексте, в наделенном силой контексте Ом. Я думаю, что наше восприятие, наши чувства — это уникальные дары, которыми нельзя разбрасываться, которые нельзя использовать недолжным образом и которые могут стать важными средствами для духовного развития. Вы меня спрашиваете о просветлении. Это по мере возможности, когда ум в покое, когда ты сам в безопасной обстановке, когда песни исполнены, ты с друзьями, тогда ты чувствуешь себя дома. Для того, чтобы выжить, я должна учиться тому, как построить свой дом здесь. Так что я никогда не разрушу его. Дом для меня... Я не знаю, что это такое. Некоторые люди говорят, «О, мой дом — это место, где я родился, и мне нравится возвращаться туда. Я искатель дома». У меня этого нет. Есть постоянное присутствие, базовое «я». Оно не зависит от мысли о «я». То, что в индийской традиции называется атман, может внезапно преобразоваться в тождественность со всем, в брахман. Брахман — это реальность, которая присутствует везде. Это все. То есть атман становится брахманом. Начинаем сосуществовать друг с другом, быть в диалоге друг с другом, различными духовными традициями и различными цивилизациями. И если нам это удается, мы можем найти устойчивую соотнесенность с природой. Мы можем исследовать космос, и тогда исследовать внутренний космос. Это столь многообещающее время для человечества. Вы становитесь самими собой, лицом к лицу с самими собой. Вы и начало, и конец, человек, самость, бытие, Бог. Это приводит вас к опыту просветления. Ничего больше. Только это. И это очень важно. Новейшие научные открытия показывают, что более открытый ум автоматически создает внутренний покой, внутреннюю силу, уверенность в себе. То есть способствует хорошему здоровью, а постоянный страх, постоянный гнев и ненависть фактически съедают нашу иммунную систему.
Проверьте, можете ли вы войти в состояние, подобное пустому уму, в дзен, и все отпустить и ждать, как возникает что-то и появляется то, о чем вы прежде никогда не думали. И это обычно происходит спонтанно, и для меня это невероятное творчество. Бог везде, ци везде, электромагнитная энергия везде. Единственное отличие — биология, то есть живое существо знает, как использовать электромагнитную энергию. Всегда в настоящем моменте. Например, что касается мыслей. Подумайте о том, что сейчас делаете. Сделайте то, что сейчас нужно сделать. Когда прозвенит звонок, не говорите: «О, сейчас я это закончу». Бросьте все. Когда прозвенел звонок, а вы пишете, то еще не предполагается, что вы поставите точку над «и». Но если «и» вы уже написали, а точку не поставили, бросайте ручку и идите делать то, что нужно сделать. Помните крепко на всю жизнь, все люди созданы Богом, все они миленькие, родненькие, любимые, сладенькие. Человечество сейчас, за последние 50 лет, получило мощное искушение, которого не было никогда во всю историю предыдущего человечества. Я это повторяю с упрямством идиота. Мы живем в уникальное время в истории человечества, в котором у нас впервые есть доступ ко всем основным религиозным и духовным традициям. Таким образом, у нас впервые есть возможность увидеть ту общность, поверх которой существуют огромные различия, на которые в мире уходит так много времени, внимания и разногласий. То есть во всем осмысление, прохождение всего этого многообразия опыта. И именно тогда человек становится человеком. И потом он может уже пойти к Богу, когда он осуществил то, зачем он был послан на эту землю. Я думаю, что именно поэтому мы здесь делаем то, что делаем. Любой способ бить в набат и указывать на эту сакральную действительность поможет нам осуществить этот переход. Людей, которые сейчас пробуждены, волнует мировой процесс. Их волнуют трудности, и они хотят найти решение. Я настолько наивен, что думаю, что если каждый человек будет делать что-то хорошее, то мир изменится к лучшему. Вот я наивный романтик, который так к концу жизни все равно не изменил своего детского мнения. Почему? Потому что наша истинная природа, о которой мы говорим, истинная природа — более совершенное состояние человека, за пределами ограничений, за пределами времени и пространства. То есть это не тождественно нашему уму. В целом, как мы понимаем, есть ум и природа ума. Это применимо не только к уму, но и ко всему другому. Как только мы перестанем различать добро и зло, и перестанем говорить, что мы такие умные, что мы знаем, что добро, а что зло, пелена спадет с глаз, и мы поймем, что мы из рая никогда никуда не уходили. Нам не нужно создавать какой-то определенный путь или определенную процедуру, чтобы нам обрести эту природу. Эта природа просто становится нашей собственной осознанностью, нашим повседневным образом жизни.
Это просто интегрируется в нашу повседневную жизнь. Так, например, если до просветления мы работали в офисе, то и после просветления работаем в офисе. Тот факт, что, возможно, мы работаем с большим счастьем, с меньшим напряжением и больше людей вокруг нас чувствуют себя довольными и счастливыми, это преимущество, связанное со стабильностью счастья. Искреннее чувство заботы о благополучии других есть безусловный источник счастья. На уровне семьи, на уровне сообщества, на уровне национальном и интернациональном, и даже во всей Вселенной. Традиция говорит, что ты облекаешься во Христа, и Христос есть божественное внутри тебя. Ты открываешь божественное внутри себя. Люди приезжают в монастырь, переживают там мгновение просветления и могут начать взращивать его, потому что взращивается оно в основном в тишине, когда на протяжении дня мы находим какое-то время для тишины. Важен не сам большой взрыв просветления, он-то может случиться с каждым из нас, однако по-настоящему важное — это позволить ему отныне форматировать наш день, информировать нашу повседневную жизнь. Прежде всего, это наше отдавание процессу и открывание иным возможностям. И через это отдавание мы также учимся освобождению от своих страхов. И мы практикуемся в том, как быть более комфортными с иными измерениями. И на этом пути все видится и чувствуется по-иному. У нас возрастает страх, ревность, гнев. Значит, нам необходима этическая основа. Также необходима практика, которая трансформировала бы эмоции. Чтобы стало совершенно ясно, такие эмоции, как страх, гнев и ревность, причиняют боль и отвлекают внимание не только самого человека, но и других людей. То есть такие эмоции нужно уменьшить, насколько это возможно, и культивировать позитивные, полезные эмоции, такие как любовь, сострадание, радость. Это сознание — основа всего бытия, в котором материя существует, как возможности, из которых сознание может выбирать. Нам нужно задействовать эту нелокальную связь, которая есть между людьми. Сам космос разворачивается в сторону просветления. Внезапно к вам приходит какое-то озарение, и вы восклицаете: «Это просветление!» Однако великие учителя говорят, а за этим просветлением есть еще одно. И ты понимаешь опытно, сердцем, о чем это было сказано. Ты много прочитал кулинарных книг, но наконец-то ты попробовал блюдо, и ты понимаешь, вот это о чем. Если ты это попробовал, ты уже ни на что не променяешь. И ты будешь идти, искать и искать. И вот интересный момент, что у каждого духовного искателя наступает момент, когда в прежних формах, та же благодать, тот же вкус становится недосягаемым. И мы или начинаем усиленно стучать в закрытую дверь и воспроизводить те же самые формы, или мы начинаем идти за сердцем и искать. Какой-то конкретный опыт насыщенного духовного переживания — это не самое важное. Он может быть важен в начале, но в конечном счете важно абсолютное непоколебимое доверие к Высшему. Духовный опыт приходящий. Однако, как говорил мой учитель, отказ от сомнения делает тебя свободным. Благодаря ясности мы постигаем идею освобождения, покидая любые сомнения, не оставаясь в них. Очень просто. Когда вы осуществляете определенные действия, приглашаете духов, а они знают, что вы это всерьез, то даже в пещере, без барабанов, без всего, просто в уединенности и серьезном отношении, вы можете получить помощь, которая действительно будет, по сути, такой же, как уже запечатленная на стенах пещер. Глубокий дух, который я едва осознаю, кажется, влечет меня в одну сторону, влечет нас в другую. Это глубокие корни, которые я толком даже не могу определить.
Похоже, в чем-то это русский медведь. Это стойкость, человеческая теплота и стойкость, которая каким-то странным образом воспринимается как знакомая. Хотя я здесь не жила. Однако русская музыка, танцы, все богатство культуры, с этим что-то во мне чувствует себя как дома. Это словно бы уже встроено в мой кровоток, в мой скелет. И это словно какая-то очень дальняя даль, и переживание глубинной соотнесенности с ней оставляет необычно сильное впечатление. Ибо мы же знаем, что реальность фрактальна, понимаешь, и голографична. Все есть во всем. Если не найдем, то создадим. В конце концов, кто же тебе мешает создавать прошлое, если не можешь создать, ну, хоть какое-то нормальное будущее? Нам не нравится, когда физика — это только физика, психология — это только психология, когда духовность там, политика здесь. Мы хотим, чтобы между ними было больше соединенности. Когда я в 65-м году, простите меня, в 11 лет слушал Битлз, я был абсолютно уверен, что вот это люди, которые твердо знают все. Они знают истину. И мне ни разу не приходилось обманываться в этом своем заблуждении. Я до сих пор, слушая их музыку, понимаю, что то, что они пели тогда, и то, что они пели после, продолжает учить меня жить. И если я для кого-то могу казаться подмогой в этом пути, я с удовольствием ей окажусь, потому что, по крайней мере, в том, что я делаю, я никогда не пытался обмануть. Единственное, чем мы всегда занимались, мы играли медитативную музыку. Вчерашний концерт внешне выглядел как концерт, однако для нас это была просто медитация. Это путешествие от тишины, предваряющей концерт, к тишине, завершающей его. И это и есть тот дар, которым мы можем поделиться с другими людьми, дать им опыт переживания и чувствования их собственного внутреннего покоя. Личность нужна, какая-то идентификация нужна. И в какой-то момент, допустим, гнева, когда человек видит, что что-то неправильно происходит, и он может благодаря гневу быстро вмешаться в эту ситуацию, исправить, когда там сильный сейчас убьет какого-то слабого, или неразумный ребенок сейчас там, не знаю, задушит котенка или утопит его где-нибудь в ведре. Вопрос гармоничного сочетания. Мы просветлены через чувства. Если вы касаетесь других, но не переживаете их как отдельных от себя, вы переживаете недвойственность через это касание. В этом великая способность к освобождению. Чем больше мы вглядываемся в реальность, вглядываемся ясно, чем больше мы видим, кто мы такие на самом деле, тем в большей степени мы делаемся склонны к этическому поведению. Чем больше переживаешь опыты любви и сострадания, тем больше хочешь жить так, чтобы твоя жизнь создавала благо для других. Например, я мог бы сейчас здесь сидеть и думать, что я дальше скажу, гадать, о чем на самом деле думаешь ты. Я мог бы только часть своего внимания уделять происходящему. Или же я мог бы быть здесь, в настоящем моменте, слышать не только слова, которые ты произносишь, но и видеть твои жесты, слышать твои интонации, быть с тем, что действительно происходит. Это и есть осознанность. Я не так много знаю людей, которые живут из своих самых глубинных убеждений. Спонтанная жизнь из глубинных убеждений – удел очень развитых людей. Они могут поместить их в философский контекст, в моральный контекст, и все это меняет мир. И если мы сможем сделать это вместе, тогда мы создадим культуру, в которой это произойдет, и это изменит мир. Людям, чтобы освободиться от такой тюрьмы, нужно создать пространство бытия в своей жизни. Как это сделать? Этому учат медитация, йога, тайцзи, все духовные традиции и практики. Концепцию или любое явление, включая даже просветление,
да, я рассматриваю с точки зрения этих 3 уровней. Да, это точно так, как время. Но невозможно время объяснить с точки зрения, допустим, только роли. На уровне роли время есть, на уровне актера время – это творческая потенция, ты можешь делать с ним все, что хочешь, а на уровне зрителя времени нет. То же самое касается просветления. Да, на уровне роли это просто морковка перед носом, а на уровне зрителя просветления нет. Он само просветление, он то, откуда все и во что все. На самом деле, каждый есть грядущий Будда в буддийском смысле просветления. У каждого из нас есть природа Будды, и поэтому это просто вопрос реализации и устранения помрачений на пути к реализации нашего уже просветленного состояния. Таким образом, с другими верующими меня объединяют буддийские практики сострадания, взращивания терпимости, практики, уменьшающие эгоизм и эгоцентризм. А с неверующими меня объединяет тоже практика сострадания, но основанная не на религиозных концепциях, а на общем для нас здравом смысле и общем опыте. И причина тому простая. Каждый из нас рожден от матери. Например, в буддизме Будда Шакьямуни объяснял, что все нереально, все относительно. И тогда, если все нереально и относительно, и подобно сну, Будда также говорил, что жизнь — это как долгое сновидение. Если мы это знаем, то уменьшается наша привязанность, мы перестаем придавать так много значения этому. Представьте себе отрезок. С одной стороны этого отрезка находится человек, просветленный, который в большинстве случаев пребывает в состоянии дзен, которому, чтобы изменился мир, ему нужно просто повернул голову, и мир изменился. К нему приходит ученик и говорит, что лучше, квадратное или круглое? А тот говорит, а ты как думаешь? Он говорит, я думаю, что круглое. Молодец, говорит он, и уходит ученик. Он в полном состоянии баланса. Его не качает ни вправо, ни влево. Для решения своих проблем ему не нужно делать ничего, они уже решены. С другой стороны, есть продюсер в Лос-Анджелесе. Он связан с социумом неотрывно. Его нельзя вынуть оттуда, потому что если его оттуда вынуть, тут порушится жизнь. И он разрушится, он развалится, ему не за что зацепиться, потому что он все свои пальцы уже врастил в эту стену. И нужно себя, мне кажется, качать из стороны в сторону. Сперва идти в одну сторону, не доходя, нельзя доходить, мне кажется, сваливаться в другую сторону. И чем сильнее тебя качает, тем сложнее удержать вот этот свой баланс. В бытии возрастают возможности. Если бросить камушек в воду, по ней пойдут круги. И именно это волшебство диапазона возможностей нужно привнести в нашу жизнь. Ты уже знаешь, что там такое, и поэтому возрастает твоя устремленность к тому, чтобы снова с этим соприкоснуться и сделать это своей длящейся реализацией. Сказано же в Писании, которое принято в этой стране, будьте как дети. Доверитесь Господу, и все будет нормально. Если Господь птиц одевает так, что все отдыхают рядом, неужели вы думаете, что Господь о вас не позаботится, если Он о птичках заботится? Согласен? Я просто считаю, что мы придумываем очень много вещей, которые нам самим в итоге очень мешают. В дзен вопрос, достиг ли ты просветления, всегда воспринимался как уловка. Поскольку что ни ответь, все не то. Если ответить «да», в таком случае, не бывает индивид просветленным. А если ответить «нет», то получается, что ты просто невежественный идиот. Перемены, они сами начинают происходить вокруг тебя. То есть, и поэтому я лукавлю, когда говорю, что ничего не надо менять. Здесь какой-то очень тонкий психологический момент. Ты имеешь право это сказать только тогда, когда ты каждый день что-то меняешь.
Действительно просветленный человек — это открытость и любовь ко всем нашим состояниям сознания, реальности консенсуса, реальности сновидения, к проекциям, но также и к уровню сущности. Мы перемещаемся от одних этих уровней к другим. Я думаю, здесь у человечества есть прекрасный шанс обрести большую осознанность. Он не борется за защиту своей веры или против оскорбления своих чувств. Потому что если я еще оскорбляюсь в моих религиозных чувствах где-то извне, я еще нахожусь в состоянии ветхого человека. Потому что Бога оскорбить невозможно. Измерение неба, которое внутри меня или тебя, оскорбить невозможно. Оно целостно воспринимает и принимает все. Я думаю, мы уже меняемся. Мы расширяемся в целом на глобальном уровне. Сознание определенно повышается. Мы можем этого не видеть, но мы не видим это, потому что этого не показывают средства массовой информации. Они, конечно, никогда не показывают нам, что мы здесь делаем. И здесь совсем ни при чем духовные практики. Совсем здесь ни при чем какие-то самопогружение, самопознание. Совсем здесь ни при чем медитации и какие-то трансперсональные изучения и прочее. Здесь важен внутренний баланс. А внутреннего баланса можно достичь не в Тибете, а живя в мегаполисе и где угодно. Мы целая вселенная. Иногда мы в полном сумбуре, а иногда нет. И этот переход очень важен. Иначе можно начать ненавидеть людей, если хотеть только умиротворения, только покоя. Из этого можно наснавидеть террориста. Так нельзя, чтобы было только умиротворение. Человеческая природа не работает только с умиротворением. Бог нас создал, чтобы мы прославляли Бога добрыми делами. Вот цель нашей жизни, милые, родные, любимые. Мы с вами счастливые люди. У нас Бог — любовь. Будем с Богом, с любовью. Да хранит вас Господь Бог, милостью и человек всегда на непретков. Великое, святое, Божье на вас благословение. Но когда видишь человека, человеку передается не только слова, передается его собственная жизнь, музыка его жизни. Эта музыка может очень многому научить. Поэтому я честно говорю, меня всему в жизни научила музыка. Наверное, только это и важно. Безупречно завязывать шнурки. Безупречно слушать музыку. Даже если половина этой музыки — это помехи. Но я осознаю, что я мог бы также напевать «Хей, Джуд». Но то, что я сейчас напеваю, служит для защиты, для того, чтобы быть защищенным в своем движении с миром и разделять, просто разделять с другими благо жизни. Люди уже, они не могут жить на том уровне ответственности, на котором они жили раньше. Понимаешь? Человечество не может. Оно не выживет, если оно не будет ощущать огромную ответственность за все человечество. Прежде происходило одно большое событие в 1000 лет. Сегодня у нас тысячи событий среди миллионов. И понимание того, что является важным, это способность, которую нам нужно приобрести. Вот о чем в значительной степени учение — понять, что является важным. Настоящее сыграть нельзя. Настоящее играет тебя. И, собственно, задача, в которой ты все время ищешь это настоящее, что неважно, под камерой я сейчас нахожусь или не под камерой, это же моя жизнь. Подумайте сами, спросите себя, в чем я немножко похож на того другого человека, хотя бы немножко. Пусть мы примем решение о том, что жизнь полностью позитивна, и тут же тень становится тем, что мы игнорируем.
Эволюция означает, что мы сами стремимся создать лучшую жизнь и сами зачастую наблюдаем за собой. Каково наше намерение? Что мы собираемся сделать? Если есть дурное намерение, мы распознаем его и стараемся по возможности быть в присутствии и не отвлекаться, стараемся сотрудничать с другими людьми. Это самое важное в повседневной жизни. Жить из истинного «я» не просто на мгновение увидеть, что мы все едины, но жить этим, жить так, чтобы было соблюдено достоинство каждого другого человеческого существа. Это я считаю просветлением. Для нас возможно сейчас, до того, как произойдет наше отчуждение от самих себя, пробудиться навстречу возникающей планетарной цивилизации. У нас есть эта уникальная возможность. Для человечества в это время существует действительно фантастическая возможность достижения зрелости. Есть одно важное учение, самое главное учение, в особенности для западного ума. Не торопись. Это не значит, что уму следует отказаться от пытливости. Другими словами, делайте и будьте, делайте, будьте и делайте. Все основные религиозные традиции несут то же послание, ту же практику. Практику любви, сострадания, прощения, терпимости. Так что в этой области мой личный маленький опыт говорит о важности спокойствия ума. Конечно, возникают беспокойства, но они приходят и уходят. Определение страдания — это жизнь, прожитая вне духа. И определение счастья и реализации — это жизнь, прожитая как дух. Это та же самая жизнь и та же самая Вселенная. Ты вместе с ней или отдельно от нее. Духовный поиск — самое главное в мире. Не нужно только относиться к этому слишком серьезно, иначе это превратится в проблему. Любовь настигает. Потому что ведь еще что происходит, Володечка? Ну, здесь ничего не поделаешь, мы же... Так это же красиво, что там люди какие-то возникают, жизнь идет, монголо-татары проносятся туда, века пошли туда, под камерами. Все равно все снимается все время. Тебе не хочется покоя. Enlightened enough. So I often argue that sorry, that is the mindfulness reminder in my laptop computer. So Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Because it works. Yes, practically it works. Yes. Проблема в том, что я не вижу никакой загадки. Никакой загадки, поэтому разгадывать нужно. Это космическая свобода, это хаотическая свобода, это абсолютно безумная свобода. Милость вечера от всегда на непредков, великое, святое, Божие на вас благословение. Храни вас, Матерь Божия, и все святые. Ну вот, видите, как хорошо. Еще что, вопросы ваши?